А, Прежде чем начать прямой эфир, хочу сделать пару таких, точнее сказать пару слов. Во-первых, в связи с тем, что я очень много работаю, очень напряженный график, у меня немного усиливается иногда невроз, поэтому если кому-то это мешает, раздражает, можете выключить и не смотреть. Мне самой это не очень радостно и приятно, но, к сожалению, мы не можем это контролировать. Это происходит непроизвольно. Это сокращение нервных окончаний. Каждый человек, у которого интеллектуальный труд, таким или иным образом болеет неврозом. Это хроническое. И для того, чтобы это прошло, нужно долго отдыхать и не нервничать. Но в нашей жизни это нереально, поэтому временами оно обостряется. Это первое. Ну, чтобы не было глупых вопросов. Второй момент. Друзья мои, испокон веков известный неоспоримый факт, что колдуны и ведьмы черной тропы или черной стези, так называется, или темной стези, они сильнее, у них работы сильнее, у них результаты сильнее, они живут лучше, и они неуязвимы. Хочу объяснить для не очень разумных людей. Магия не делится на черное и белое. Магия темная или очень темная. Темная стезя это означает, что человеку даны очень глубинные знания. Из мира духов ему приходит такая информация и такие работы сильные, которые тут же, получается, и работает. Сила слова Инги Хосроевой. Я не хочу 100 раз всех предупреждать, что заходим не из дочерних каналов. Итак, почему так происходит? Потому что они особенные. Они сильнее намного. И вот у них этих примитивных частушек, типа того, что села я на унитаз, на башку упал заказ, это все не для них. Им даются тайные призывы, им даются сильные призывы, им даются сильные работы, им даются затаенные знания, которые даны не всем. И третье, что я хотела бы сказать. Вы можете до посинения и до усрачки смотреть в экран и слушать какие-то заговоры и ритуалы, и в вашей жизни это ничего не изменит. Ну, если эффект плацебо у кого-то сработает так, процентов на 30, может быть. Издревле ведьмы как работали, они и сейчас работают, настоящие ведьмы. За малым исключением, что появились коммуникации новые, да, техника и прочее, что помогает и упрощает задачи некоторые. Но в древние времена приходили к ведьме, что она там сидела на балконе, читала заговор, все сидели, слушали, и у них меняла жизнь, или она с ними проводила работу, либо давала какой-то заговор и говорила: пойдешь, это сюда вылишь, это туда начитаешь, это там оставишь, откупишься и так далее, и у тебя пройдет. Разве не так? Как вообще? Вот представьте, интернет отключат, и что люди будут где смотреть, слушать? Это все равно, что зачать ребенка, глядя на член мужчины через стекло. Извините за такое, может, не очень, скажем так, скромное сравнение, но это одно и то же. Это абсолютно одно и то же. Ну, разденьте своего мужа и смотрите на него часа 3, и вы забеременеете. Это просто детский сад, если честно. И еще раз говорю, что это все поощряется только по одной причине. Чем чаще вы будете заходить, тем больше от рекламы денег будет уходить человеку, который подключил эту рекламу. Вот в день 20 раз смотрите, и будет вам счастье.
И заметили опять копировка моих работ. Миллионы, получить миллион у фортуны и так далее. Ладно, я молчу. Я только смеюсь и понимаю, что это никакого результата не даст. Идем дальше. Силы должны вас слышать, лично вас. Поэтому говорю, что никто ни за кого ничего проводить не может. Силы любят, когда к ним обращаются с уважением. Есть такое понятие пробить это пространство. Сильное слово, призывы тех духов, которые приходят и помогают вам и так далее. Это все помогает, вот этот энергетический удар, пробить эту стену, разрушить и получить новую жизнь и новые возможности. Вы сами должны делать эти работы, просить и получать. А если не под силу, если есть проблемы, которые вам никак невозможно, тогда идете к жрецам, к ведьмам. Потому что ведьмы – это представители жреческих каст. В древние времена люди приносили, отдавали какой-то там откуп, какую-то жертву в храм богов и взамен получали помощь. Они обращались к силам, они обращались к богам без посредников. Но были боги, темной стороны их называли, которым нельзя было идти напрямую, нужно было идти через жреца. Он должен был провести и попросить за него. Это переняло христианство, что священники какие-то проводят ритуалы и прочее, которые вы не сможете провести. У них есть сан, у них есть на это разрешение, да? Отпевание человека не может провести обычный человек. Потому что тот, кто это проводит, у него есть разрешение, ему это дано и прочее. Это все те же самые языческие традиции, которые просто перешли в наше время. Я хочу включить голосовые и комментировать, и объяснять, если что-то непонятно, например, человеку, который это говорит. Или объяснить, почему, для чего, почему я включаю эти голосовые. Чтобы те, кто никак не решится менять свою жизнь, просто послушали людей. Потом, в конце концов, это вдохновляет. Чужой успех вдохновляет. И запомните, никогда нельзя не желать хорошего. Имеется в виду завидовать и считать, что тот, кто это получил, незаслуженно получил. Объясню почему. Потому что когда вы так говорите или думаете, вы ставите под сомнение деяния судьбы. То есть судьба настолько не понимает, кому отдать и что отдать, что вот берет и отдает. Вы тем самым злите судьбу. Будьте благодарны за малое, и вы увидите, как придет великое. Была женщина, извиняюсь, которая 2 года назад мне написала, и я сказала: возьми, делай вот такие ритуалы, ты сможешь вытянуть себя, потому что то, что на тебе было, уже ты это перенесла, пережила, собственно, ты выжила уже. Теперь тебе нужно просто самой себе помочь. Она жила с маленьким ребенком, снимала комнату у какой-то бабушки. Эта бабушка пила, но ей приходилось жить, потому что деваться некуда, никого у нее не было, чтобы помочь. И вот она начала проводить эти работы, и получилось у нее накопить денег на маленькую комнату в коммуналке. Она была счастлива. Она была просто счастлива, благодарила судьбу, переехала с ребенком туда жить спокойно. Тем более, это, знаете, сейчас в Москве такие квартиры, они, каждая комната отдельного хозяина, а иногда бывает, что там вообще никто не живет. То есть просто комнаты закрыты, и ты сама себе хозяйка. Ты можешь спокойно жить, не переживай за соседей пьяниц и так далее. И она говорит: я каждый день просыпаюсь и просто благодарю судьбу, что у меня есть вот такая маленькая комната, моя. Прошло 2 года. У этой женщины своя квартира. Да, она купила не именно в Москве, потому что это
для нее нецелесообразно. Она купила рядом с Москвой. Рядом с Москвой маленькие городки. У нее трехкомнатная квартира. Теперь она говорит, что она уже собирается купить дачу. Что копит на дачу, у нее уже практически накоплено. Благодарите за малые. Потому что судьба не любит, когда человек не благодарен. Вы каждый день встаете и ноете. Вот у меня вот это, у меня то, у меня... Будете жаловаться на это все, у вас это заберут. Вы посмотрите, есть люди... Я недавно смотрела человека, у которого голова просто внизу висит. Представляете, он мир видит просто в перевернутом состоянии. Это мучение, это не жизнь. Я вообще не представляю, как человек живет. Есть люди без ног и без рук. Есть люди в аварии потеряли практически все туловище просто. Уже непонятно, какого они пола, извиняюсь за выражение, потому что все, там ничего не восстановить. И эти люди цепляются за жизнь, они живут. Посмотрите Паралимпийские игры. Люди на костылях, люди на этих колясках участвуют, выигрывают. Вот на них смотришь и стыдно становится. Думаешь, да ёкаламане, я еще тут сижу, плачу. Вот это мне не так, это не то. Я когда говорю, что невзирая на то, что у меня вот такое случилось в жизни, я действительно благодарна судьбе. Я вижу мир. Пусть одним глазом, но я вижу мир. У меня есть руки, ноги, у меня есть ребенок, у меня есть продолжение жизни, у меня есть человек, который меня любит. У меня есть дом, я смогла добиться многого в своей жизни, в свои годы, которые люди в 70 лет не могут добиваться. У меня было бы еще больше. Если бы у меня не было такой тяжелой жизни, у меня, может, было бы еще больше, потому что преодолевать это и жить, и по новой каждый раз с нуля начинать жизнь, это очень непросто. Но в любом случае, благодарите, просто подходите к зеркалу, у вас глаза есть, руки есть. Вы красивая женщина, вам природа дала красоту, или мужчина. Вы здоровые. Вам не приходится каждый день целый ящик лекарств пить, чтобы этот день прошел. До чего можно быть неблагодарными? Вот вы просто вот послушайте, как вы ноете, как вы плачете. Мне одна женщина написала, какой-то козел, который, как только жена узнала об их связи, он бросил, ушел, и мы были счастливы, он меня любил. Обиделась она на меня. Я говорю, какая любовь? Он тут же слинял, он как только... Если бы он любил, он пришел к своей жене и честно сказал, знаешь, я полюбил другую женщину. Женщина это делает. Мужики нет. Мужика пока на ней не поймаешь, он не признается. Ни один мужик сам не сказал честно, я люблю, прости меня, спасибо тебе за все, я ухожу. Вот можно понять, конечно, человек может полюбить в конце концов. Любовь может закончиться, он может уйти к другой женщине. Но честно, женщина обижается не на то, что ты предал, а на то, что ты врун, ты обманщик, ты ее жизнь тратил в пустоту. Скажи правду и уходи. Нет, что ты? Потому что удобно и выгодно, когда некоторые говорят, он меня не отпускает, он все-таки меня любит. Да не отпускает не потому, что не любит, потому что не нашел еще такую дуру, как ты, чтобы использовать опять. Он еще удобнее тебя не нашел. Зачем уходить, если он может спать, переночевать, одеться, обуться, деньги взять или еще что-нибудь? Конечно, он же не дурак. Это принимать за любовь. Вот верните, я вот не могу, это такой ад я перехожу. Я прошла такой ад, вы не представляете. Я говорю, ад, знаешь, что это такое? Это когда режут ребенка, снимают на камеру и выставляют в интернете. И этой матери с этим жить. Вот это ад. Вот это есть ад. Какой ад? Если вы говорите о каком-то козле, что это ад без него жить, о предателе, вы понимаете, что судьба разозлится и правда тебе покажет этот ад? Чтобы ты поняла, что такое ад.
Начнем слушать. Я отойду ненадолго. Вы послушайте, я сейчас подойду, извиняюсь. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яна. Я хочу поделиться с вами результатами, которые произошли со мной в течение этого года. На вашем канале я только год, но результаты просто колоссальные были. Конец прошлого года для меня был нелегким. Наш бизнес-партнер рухнул просто в один день. И когда я узнала о вашем канале, я стала проводить очень много ритуалов на удачу. Вы знаете, у меня даже статы фортуны не было. Просто была поначалу распечатана фотография. Извиняюсь, прибью. Ой, перебью, господи, перебью. Мне уже в голове это. Про этого мужика и вот это слово перебью, извиняюсь. Значит, все спрашивают, а вот что мне делать? Вот у меня нету фортуны, что мне делать, как, чего? Без фортуны можно или... Послушайте меня. Боги обитают в пространстве, не везде. Это условные названия, мы говорим на небесах боги и так далее. На самом деле это пространство, они везде. Небеса, что такое, в конце концов? Наша планета Земля, она круглая, небеса везде вокруг нас. Они везде. Просто в других измерениях. Поэтому, конечно же, она это слышит и понимает. Просто когда вы потом берете ее статую и ей посвящаете отдельный алтарь, она, как вам сказать, она это ценит, такое уважение. Я вам скажу по секрету, у меня никак не получалось найти дом подходящий, никак не получалось вот куда я хочу. Естественно, еще и по цене надо ориентироваться, не просто там понравилось. Много чего понравится, но нужно иметь возможность это приобрести. И я ей пообещала, что если она мне поможет в ближайшее время найти дом, я ей посвящу отдельный алтарь. Что, собственно, и сделала. Только найди мне тот дом, который мне подходит и который мне понравится, и чтобы я потом не пожалела об этой покупке и все прочее. Она нашла. И вот буквально после того, как я к ней обратилась и попросила, наверное, через 5-6 дней Яна нашла этот дом, и мы вот так вот быстренько это купили. Давайте далее. Я проводила ритуалы с этой фотографией, делала ритуал «Дай нужная фортуна», убрать денежный застой, на счастливый пятак, делала также открыть денежный поток. И вы даже не представляете, какие результаты это мне дало. Дело в том, что у нас есть должник, который не возвращал долг нам более 2 лет. И представляете, он нам вернул этот долг. Я просто в шоке была. А еще банк мне лично вернул деньги мои, которые я думала, что вообще пропали, потому что банк обанкротился. У меня столько счастья было, что вам не передать. Также я проводила «Открыть путь», чтобы наша работа, то есть наш бизнес дальше процветал, дальше шла. Вот. И, знаете, сейчас вот потихоньку поднимаемся, снова пошел бизнес, начали появляться идеи, как заработать деньги и где. Вот. Ну, пока что, конечно, малые шаги, но мы не останавливаемся. Теперь послушайте. Некоторым кажется, что обращение к силам, к фортуне, вообще к силам за помощью, это вот как в той частушке, да, вот села на унитаз, и на башку упал заказ, а сверху еще и бриллианты посыпались. Нет, вы должны заработать сами это все. Вы должны к этому идти. Во-первых, чтобы это оценить. Во-вторых, чтобы это было заслужено. В-третьих, чтобы это осталось, а не легко пришло, легко ушло. Но силы дают нужных людей, нужные обстоятельства, нужные идеи. То, что тебе даст заработать денег. Ну и не только деньги, естественно, имущество, потом нужные люди, нужное окружение, имя хорошее, да, и прочее. Спокойствие, гармония с природой, с миром, с мирозданием и так далее. Это, ну, не тот случай, как там, смотрю,
на лицо подари кольцо. Смотрю на усы, квартиру подпиши. Ну, не этот случай, понимаете? Тут надо менять сознание, надо понять, постепенно к этому идти. А потом такое ощущение, как будто прям двери открыли и все, на, бери. И знаете, какое чувство у людей бывает? А почему мне раньше не давали? Если это было где-то, почему мне не дали? Я же не просто так вам эти ритуалы дарю. Я же вам объясняю, есть ритуалы там просить свою долю у мироздания, да, и так далее. У каждого из нас есть свое преданное. Вот мы идем с дома отца, по традиции нам должны дать нашу долю, наше преданное. У каждого человека во Вселенной есть свое преданное. И я вам скажу по секрету, у нас у всех ровная доля, когда мы рождаемся, у нас у всех абсолютно ровные возможности. Только потом человек сам как ведет себя, как живет, так он и получает это. Понимаете? Если отец видит, что сын пьет, гуляет и херней страдает, он не будет на него переписывать дом. Он отдаст хорошему сыну, который работает, на которого можно надеяться, что он не пропьет этот дом. Согласны? Вселенная точно так же. Он смотрит на наше поведение. Если мы ведем себя как идиоты, конечно, она говорит, да вот сколько да, там дам столько, чтобы ты не померла с голоду. И достаточно тебе. А если человек старается, просит, делает, стремится, конечно, он получит от Вселенной. Наша доля есть. Никто пусть не говорит, вот всем дано, а мне ничего не дает мир. А вот мне вот ничего не перепало. А что ты для этого сделал? Скажи мне, как ты доказал, что ты имеешь право на отцовское наследство? Что ты сделал? Ну, я вот ходила в бар, сидела, ждала богатых мужиков. Так это совсем другое. Богатые мужики, во-первых, по барам не ходят и свою любовь там не ищут. Они не идиоты. Они поднялись с такой просто через пот и кровь, понимаете? И вот они сейчас пойдут и какой-то маромойке все отпишут. Дураки они, ага. Может, и есть такие дураки, но их очень мало. И на всех таких дураков не хватит. Поэтому зря по барам не шастайте. Там никто не ищет будущую жену. Там ищут, с кем бы того и имя даже не спросить на утро. Да, трусы. Хоть трусы на люстру кидайте, хоть унитаз повесите на люстру. Ни хрена не изменится, пока вы с места не встанете. Пока не будете просить и получать. У меня полностью поменялось мировоззрение. Я стала более спокойнее, увереннее в себе. И это все благодаря вам, уважаемая Инга. Вы мне очень часто снились. Я знаю, что когда снится, то К это всегда переменам. только к хорошему. Да, ведьма к Огромная переменам вам снится. благодарность и низкий поклон. И хочу сказать всем, верьте, делайте, и вас услышат. Удачи всем. И вам удачи. Поскольку ведьма – это посредник между силами и людьми, когда она снится, это к перемене. Это значит, что тебя услышали. Или там хотят тебе помочь. Это всегда к хорошей перемене. Неважно, как она снится, работает с тобой, разговаривает. Любая ведьма – это к перемене. Даже если вы ее не знаете, а просто поняли, что она ведьма. Это к тому, что вот они отправили посредника. Да, да. Конечно, не только Фортуне. Просто она из главнейших божеств, дарующих фарт, удачу и так далее. Конечно, не только. Давайте дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все слушатели. Я хотела поделиться своим результатом о ритуале посвящения в язычество. Я уже, как только вышла книга, сразу и купила, сделала его и продолжаю делать. Это Могу интересно. сказать, что все другие ритуалы, которые наша уважаемая Инга нам дает, я стала лучше понимать. И у меня появилось... Я извиняюсь. Фильм, по-моему, Мишель Пфайффер играет. И как этого актера зовут? Джек Николсон, да, кажется. «Волк». Вы знаете, такие великие произведения, например, как «Адвокат дьявола», да, «Крестный отец» и прочие. Вот есть работы, шедевры. Фильмов много, всяких разных, посмотрели, забыли.
Но есть работы во все времена. Эти работы даются просто определенными силами. И эти работы очень глубокие. Они показывают нечто такое, раскрывают что-то такое, чего до этого вы не додумывались, что это возможно. Когда у них началась, когда они превращались как бы в оборотни, волчья натура начиналась, да, внутри просыпаться. И они лучше видели в темноте, лучше чувствовали. Вот когда пришли религии, они у человека закрыли видение, все, они закрыли это. Этими ритуалами. Понимаете, ритуалы же ритуал – это ритуал. Вот ты делаешь ритуал, он получается. А многие религиозные ритуалы – это самопорчи. Они закрывают человеку видение, они закрывают человеку. Мне очень смешно, когда людям дают ритуалы с крестом на богатство. Крест – символ мучения. Крест – руна наутиз, закрывающий. Когда руну чертят, руны очень сильно работают, эти символы. Руну чертят, она срабатывает. Чертят определенную руну. Кстати, с рунами, еще раз говорю, простым людям рун касаться не стоит вообще. Они очень опасны. Они могут до безумия довести. Они сработают, но если человек неправильно сделает, а может сделать неправильно, если он не профессионал. Поэтому с рунами я не даю обычным людям. Нельзя. Так вот, руны, начерченные руны очень быстро срабатывают. Теперь представьте, крест. Постоянно человек на себе чертит или осеняет себя руной вымирания. Руной мучения, руна в разрушении, вымирания, наутиз. Остановки. И вот дать крест и научить, как крестом призывать себе богатство. Я вообще не могу понять. Если человек занимается ведовством, какое имеет отношение к религии? Ведовство. Ведовство – это древняя наука, это с язычества. Какое имеет отношение к религии? Объясните, я не могу понять. Господи, дай своим рабам. Рабам. Что рабам-то дать? Рабам дают кусок хлеба, чтобы они не сдохли с голоду и дальше пахали. Дай рабам машины, квартиры, деньги, богатство. Сейчас побежали рабам все отдать. Почему рабам должны что-то отдавать? Дают своим детям, внукам. Так вот, нас не зря называли дети богов, внуки богов. Боги были наши отцы и матери. Когда мы стали их рабами, точнее, мы начали так себя называть, рабом, ну вы просто логику ищите во всем. Символом мучения делать ритуал на богатство. Рабам дайте помощь. Рабам зачем помощь? Кто своим рабам... Хорошо, даже своим прислуги своей. Да, хорошие отношения. Если человек нормальный, хорошие отношения гарантированно. Оплаты, может, подарки какие-то. Но она же не возьмет и прислуги не подарит свой дом. Кому она подарит? Своему ребенку. Каким рабам что дает вообще кто? Это смешно, понимаете? Логики ноль. Называться рабом и просить помощи. Ты себя, называя рабом, уже ставишь на себе крест. Я раб, я ничтожество, у меня ничего нет. Что есть у раба? У раба нету даже своей воли собственной. У раба нету ничего, у него нет никаких прав, у него нет никакого имущества, он никто. Пойдем дальше. Какой-то духовный голод, что ли, мне хочется все делать и делать. Если раньше я себя заставляла. Так вот, про язычество, извиняюсь. Ритуал язычества. Почему раскрывает закрытые дебри? Вы видите то, что было закрыто. И несколько раз надо проводить. Может, даже часто, может, даже всю жизнь, постоянно подпитывать этот эгрегор. Это тот ритуал, который можно проводить, много раз. Открывается мир, по-другому видите, понимаете? Почему я говорю, что мне скучно в мире людей? Просто я по-другому вижу. Я вижу другое. Люди видят низменные, такие примитивные страсти и желания. Я их не вижу. Они мне не интересны. Если человек увлекся другой женщиной, я забыла про этого человека.
У меня теряется интерес к этому человеку. Я не буду мучиться, потому что я язычник. Мне это дано. Мне дана эта помощь извне. Тут же свою психологию, психику, то есть перестроить и все, и забыть про этого человека. Отключиться от него. Вот так будет правильно. Отсечь себя от его энергии. Все. Что такое любовь? Энергия, взаимосвязь энергии. Ты не можешь без этого человека. Его энергия тебя питает. Без него ты обесточена. А когда человек изменяет, когда человек врет, когда человек предает, все, его энергия должна быть отключена от тебя. И ты должна уйти от него и закончить это все. А если у тебя не хватает сил, это значит, что ты от язычества далека. У тебя нет помощи богов настолько, чтобы взять и вот так разорвать, сказать, пошел бы ты, знаешь, куды? На Кудыкину гору, твою мать. Вот, ритуал надо делать, то сейчас я скорее хочу дождаться, чтобы сделать один, другой. То есть вообще чуть ли не до ну, грубо говоря, до изнеможения. Все это делаю, но, естественно, в адекватных пределах. И даже стали получаться денежные ритуалы, что до этого очень тяжело шло. Вот последний был драмабер. И я написала сумму и думаю, блин, зачем я написала такую большую сумму? Как я смогу ее получить? Ну вот, я зачем это сделала. И буквально через 1,5 недели эта сумма ко мне пришла. Мне подарили дорогое украшение и дополнительный заказ еще получили. Вот, то есть как бы все стало получаться, и я очень люблю это. Друзья мои, вы должны иметь смелость захотеть большего. Как это придет, чего? Я вам 100 раз говорила, когда вы садитесь за руль машины, вы не думайте. Вот я сейчас завела, вот бензин сейчас прошел туда, вот зажигание пошло, вот теперь энергия там вырабатывается, вот мотор начал срабатывать, вот колеса поехали. Вы же об этом не думаете. Вам просто дали инструкцию, как вести машину. Все. Вы сели, поехали. Оно само все двигается. Не ваше дело, как даст Вселенная. Попросила ты чайник или слона. Без разницы. Для Вселенной нет абсолютно весовых категорий. Поймите, наконец, для мирового разума нет понятия, нет ограничений никаких. Абсолютно все равно Вселенной, что ты просишь. Она тебе даст, если ты просишь так, как надо. Вообще все равно. Понимаете, без разницы. Просто некоторые сидят и говорят, ну откуда у меня это может прийти? Ну это же нереально, ну это невозможно. А ты сделай, и ты увидишь, откуда оно придет. Так, здесь вопросы не задаем. Вообще, здесь слушаем и общаемся. Этот ритуал посвящения язычества, это просто, это, наверное, вот сейчас это мой любимый ритуал. Спасибо вам большое, я буду продолжать его делать, и у меня как будто только сейчас какое-то понимание стало приходить по поводу, как, что делать, что вообще за слова я говорю и прочее. Спасибо вам огромное, уважаемая Инга, за этот ритуал. Пожалуйста. Честно, я уже не помню, в какой из наших книг она есть. То ли «Дом полной чаши» или «Золотая книга». А, «Золотая», по-моему. Кажется, «Золотая книга». Ну, уточните у Яны, потому что будут вопросы, я уверена. Там и то, и то, и эти ритуалы все имеют очень большую важность. И каждый человек должен к этому прийти. Поэтому это, собственно говоря, не просто так отдано. Так, «Дом полная чаша», да, спасибо, Андрей. Значит, там. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хотела бы поделиться результатами, которые достигла в своей жизни благодаря ритуалам уважаемой Инги. Я на канале с середины 2019 года. Главное достижение на сегодняшний день – это то, что мне удалось продать имущество 1939 года, официально находящееся под снос. Это имущество дома, участок земли, который мне остался после развода с мужем. Стоп. Объясню.
Просто кто-то скажет, ну, продалось и продалось. Имущество под снос продать просто нереально. Государство платит копейки. Иди купи себе дом, где хочешь. Люди не хотят такое покупать, потому что это морока. Поэтому такое продать, ну, это сродни чуду. Это первый. Второй момент. С 19-го года человек сказал. У меня есть люди, которые сидят у меня с 18-го года, с 16-го года. А потом раз и зададут вопрос, например. Вот скажите, пожалуйста, а вот на крещение я вот если проведу там денежный ритуал, я посмотрела вот на крещение, на Рождество, а как это надо делать? Я тут же этих людей заношу в черный список. Я в последнее время вообще не трачу силы. У меня нет ни сил, ни ресурсов, ни возможности на них тратиться, потому что чем дальше, тем больше людей тебя узнают, тем больше книг, тем больше работ, тем... Понимаете? И уже, если раньше как-нибудь... Пишите, конечно, Елена. Если раньше как-нибудь находила время отвечать, ну, хотя бы ругать их, что ли? Как вам вообще, вот столько лет сидите и такой херню... Сейчас я вообще считаю, что на такого человека больше времени тратить не стоит. Я сразу заношу в черный список, чтобы они не маячили, не мешали, и мое время не тратили. Потому что 4 года, 5 лет, 6 лет сидеть на моем канале, это знаете, какие люди? Это люди, которые один раз зашли в месяц или раз в полгода, что-нибудь посмотрели, потом обратно. Ничего у вас не изменится. За все надо браться с душой, с желанием, просто. Во всем вините себя в жизни. Даже если вас обманули, это вы виноваты. Вы позволили так сделать. Во всем вините, я не говорю идти самобичевать себя вот этими плетками бить. Нет, это тоже ненормально. Но во всем себя вините. Во всем ищите ошибку. Что я сделала не так, что у меня вот так получилось. И как это исправить? Пока вы будете перекладывать всю вину на других, эти виноваты, те виноваты, то не так сделали, ничего не изменится. За все берутся с душой. Когда ты строишь дом, ты не приходишь туда раз в 40 лет посмотреть, что там сделать. Ты приходишь, ну, максимум каждые 3 дня, каждую неделю, посмотреть, как строят, что делают, объяснить, как надо, как тебе нравится, как не нравится. С душой. Это то же самое. Дом – это ваша жизнь. Вы раз в жизни зайдете, посмотрите, опять вышли, опять ходите по всяким колдушкам. Там сделали, там что-то посмотрели, тут какие-то гадания. 100 раз я вам сказала, вот эти гадания, когда вы бегаете по этим гаданиям вы разрушаете свою жизнь. Мне без разницы. Идите, смотрите, куда хотите. Я вас не контролирую, но я уже говорила, все бабы, которые... Мужик появился, тут же побежали гадать. Будет со мной, не будет, любит. Не... Вместо того, чтобы его изучить, с ним провести время, понять, что за человек, она идет, перекладывает всю ответственность на каких-то гадалок. Вот скажите, он меня любит или не любит? Ты с ним живешь, ты не знаешь, он тебя любит или нет? Ни одна женщина вообще написала на днях такой просто потрясающую вещь. Вот это у меня есть зазыв, зову тебя по имени. Кстати, работает очень быстро. Она говорит, а если я вот имя не знаю, как его позвать? Я говорю, а он вам вообще кто? Ну, мы с ним встречались, вот у нас были интимные отношения. Твою мать, как в Одессе, поимели, имя не спросили даже. Имя не знаю, а ноги раздвигать просто по полной программе, это, пожалуйста, это я всегда за. Ну, как вообще можно? Имя не знать человека, даже не знать имени и спать с ним. Это вообще вы с ума сошли? Или что это вообще происходит? Конечно, у таких людей ничего не изменится, потому что они несерьезно относятся к жизни. Ходите по этим всяким гаданиям, прогадываете все, что вы попросили у сил. Еще раз объясняю. Там нет никаких попаданий, там нет никаких там точных предсказаний и не будет. Но ходите по всяким гадалкам, вы прогадываете. Не любит судьба, когда все время копается в ней. У тебя все хорошо, уже получилось, они тебе дали, ты попросила, провела ритуал. Не пойду посмотрю, а что еще интересненького? Понимаете, не любит судьба это все. Ну да, действительно, в этом деле бабы, как там сказано, имя не главное. Имя же как бы... Имя не надо в этом деле.
Тут другое важно. Дело в том, что я не помню, после какого именно ритуала произошла продажа. Ритуалов я проводила очень-очень много. Как учила Инга, я начала с чисток. Конечно же, это соляной столб, Параскева пятница, Христофоровна Провоторовна, смыть бедность, изгнать бедность, сжечь нищету, скинуть бедность. Очень правильная тактика. Если у вас с денежными ритуалами не очень, вы еще не убрали то, что мешает вам приблизить эти деньги и денежные энергии. Когда вы закрываете в банке помидоры, прежде чем закрыть, вы эту банку должны помыть. Вы в грязной банке не будете это закрывать. То же самое. Если энергию бедности не изгнали, денежная не идет. Начните с этого. Очень много проводила денежных ритуалов к балтийским богиням, удача кочевника, римский ритуал. Каждый день я проводила заговор в кризисное время. А также Хачмирюкис Чорсаяка. Не знаю почему, но мне он пришелся очень сильно по душе. Спасительный заговор Авдотьи. Проводила ритуал получить 100 тысяч от фортуны. Провела, и где-то через неделю я получила эти деньги с предыдущего места работы, на котором мне совершенно не собирались эти деньги отдавать. Очень непорядочно поступил руководитель организации. Но вот именно после проведения получить 100 тысяч от Фортуны неожиданно мне позвонили и сказали, чтобы я подошла, мне выдали эти деньги. Еще один момент. Вы не думайте, что вы все готовы к богатству и к хорошей жизни. Это вы так говорите. Но вы понимаете, что все это ответственность. Много получите, будет много ответственности. Не каждый человек это хочет. Вы говорите, а подсознательно вы боитесь этого. Вы должны научиться это принимать. Хочу машину. Но машину надо содержать. Машину надо иногда ремонтировать, менять детали, если вы хотите долго ездить. За машину надо платить налог. Чем дороже машина, тем дороже платишь. Хочу дом. Дом надо содержать. Особенно если покупаешь дом, там очень много надо перестроить под себя, сделать. Какой бы это ни был прекрасный новый дом, все равно очень многое ты поменяешь. Налог нужно платить за дом. Нужно все время следить. Это расходы. Все, что угодно. Но я хочу вам объяснить. Растут ваши прибыли, растут расходы. Но прибыли тоже растут. Если вам дали машину, значит, вам дадут возможность эту машину и содержать. Не бойтесь. Некоторые боятся родить ребенка, а вдруг вот, а что будет, а как мне? Женщины, которые бросают детей в детских домах и так далее, считая, что ребенок обуза, я найду свое счастье, они не находят это счастье никогда. У них ничего не получается. Они так и остаются одни, ничего не добиваются. Но женщина, которая своего ребенка не бросила, женщина, которая вырастила одна, не испугалась, дали ребенка, дадут и крышу для этого ребенка, дадут и хлеб этому ребенку. Вселенная мудрая. И этот ребенок тебе принесет и удачу, и счастье. И мужчина, который с тобой полюбит и возьмет тебя и с этим ребенком. И замечательно будет с этим ребенком общаться и станет ему папой. Поверьте мне, есть и такие люди. Понятное дело, когда говорят чужой ребенок и так далее. Я не говорю, что он полюбит больше, чем своего ребенка. Но, по крайней мере, плохо относиться не будет, если он тебя любит. Пойдемте далее. Далее, когда я работала, сейчас я не работаю, когда я работала, главный бухгалтер очень хотела, чтобы я ушла.
Вот. И всячески меня травила. Я проводила ритуал отравли на работе, который начинался словами «Стражник мой, меня защитной стеной укрой». Это я делала каждый день, только после этого я шла на работу. После месяца проведения этого ритуала главный бухгалтер, которая меня просто ненавидела, в общем-то, сама ушла с этого места работы, ее уволили. Это произошло у меня на глазах. Вот-вот. Далее, каждый день. Это урок всем сукам. Вы не думайте, что вы безнаказаны, что вы главные бухгалтера, директора, и на вас, вот знаете, не найдется управы. Поверьте мне, что магия, она обладает такой силой, что может наказывать даже людей, которые очень высоко сидят. Они как скатятся с этой горы, прям охренеют. Не думайте, поэтому всегда справедливо, всегда достойно себя ведите. Если вы не виноваты, работник сам наглеет, если работник сам ведет себя неадекватно, неправильно, что бы этот работник на вас не начитывал, не делал, до вас не дойдет. Сколько вам говорить? Что если человека несправедливо портят и несправедливо хотят с ним справиться, до него не дойдет. А если дойдет, ему помогут, покажут дорогу идти к ведьме и это снять. Ведь так? Всегда покажут дорогу. Если человек не виноват, если он родился с этой печатью, если ему навели это все, если разрушали семью и начитывали, просто рушили семью и все такое, обязательно найдет ту самую ведьму, которая это очистит, уберет и спасет. Даже если пройдет 1000 шарлатанов, все равно найдет того самого настоящего практика, который поможет, если ты не виноват. И поэтому не обольщайтесь, нельзя с работниками обращаться как с рабами, это люди. У них семьи, у них тоже трудности в жизни и все такое. Будете себя нагло, нахально вести, в конце концов терпение лопнет и сделают на вас. И вы летите как пробка из шампанского. Не удивляйтесь, потом с вами никто здороваться не будет. Понимаете, вас боятся и кланяться, пока у вас есть должность. Должности не станет, кто ты такая вообще? Была одна такая директриса, не буду говорить. Всех просто достала, всех. Она доводила до слез, только делала зла людям. Столько всего. И опеку звонила, и люди там с этими детьми ходили, разбирались. И много сделала зла. Абсолютный спекулянт и просто загробастать всех, знаете, прям все, что возможно, со всех поиметь. Ну, лишилась она этой должности. И что? Сейчас ее там нахер посылают просто за глаза. И плевать хотели. Это раньше кланялись. Она так непривычна для нее. Она так удивляется, она так проклинает. Один раз даже плакала на улице. Обидно же, правда? Но ты вспомни, что ты с людьми делала. Ты с людьми что делала? Земли отнимала, сельсовет вызывала. У нее там был любовник. Они там по сговору что угодно делали. Любовник помер, ее выкинули, все закончилось. Жить-то дальше как будешь среди этих людей? Думайте, просто думайте. Всегда уважает человека, который получает должность и ведет себя просто, достойно. Может, строго, но как человек ведет себя справедливо. А тут, знаете как, есть такая поговорка, дай карлику должность, и ты увидишь, на что он способен. Я проводила заговор, чтобы всегда водились деньги. Со словами «На севере Рухан и Нарон, на юге Адыкал, Арций и Стын, на востоке Так и Атан». Ритуал «Денежный источник». Тоже у меня в кошельке лежит, как учила Инга. В Ачаре Закаре на быстрые деньги проводила. Далее, после того, как мы купили дом, моя мама, которая туда въехала, сказала, что вдруг после того, как пришла к ней соседка, которая непонятно по каким причинам решила вдруг оставить пустое ведро,
У нас в новом доме, в котором ничего не нужно было ремонтировать, начались всяческие поломки. За неделю поломок набралось на 50 тысяч рублей. Так, спокойно. Какой ведьмы? Анна Валиева. Меня привели силой от одной ведьмы к другой. Она ваша ученица. У меня нет учениц. Никаких. Какая ученица? Напишите здесь ее имя. Я хочу знать, что за ученица моя объявилась. Я заставила маму сделать, знаете, такой ритуал. Глаз выколю с булавочкой. Вот, он тоже очень хорошо сработал. Также каждый день из денежных заговоров я делала, знаете, под высокой горой течет священная река. Это денежный заговор прабабушки. 12 духов целителей тоже делала. Очень хороший ритуал. Далее я хочу сказать, что в моей жизни как будто бы все остановилось. Я ушла с предыдущего места работы, начала искать другую работу. 4 месяца я находилась в активном поиске. Вы знаете, я объездила все, что только можно было объездить. Отделала очень-очень много ритуалов. Но вот все встало. Не могу найти работу и все. А что самое интересное, когда приходили предложения о работе, у меня такое впечатление, как будто бы я сидела дома связанная, не могла сдвинуться с места. В этот момент я... Когда у вас начинается просто такие вот перемены большие, нет, вы сказали от одной ведьмы к другой. Она моя ученица. Я хочу знать ее фамилию. Напишите мне ее фамилию, я жду. Так вот, когда начинаются перемены, может на время тормознуться все. Но это недолго, это недели 2. Если перетерпите, Анна Валиева, вы или прикидываетесь дурочкой, или я не знаю. Я попросила вас написать фамилию. Что за ведьма какая-то выдает себя за мою ученицу? Я жду эту фамилию. Детский сад. Когда у вас идут перемены, иногда может все остановиться и затормозиться из-за того, что много сглаз, много... Понимаете, вы резко идете вверх. У вас резко начинаются большие перемены. Понятное дело, что все обращают на вас внимание. Начинается зависть, начинается сглаз и так далее. И поэтому может некоторое время тормозиться. Бояться не нужно. Просто нужно брать и убрать. И делайте, как только начинается вот такое вот торможение, не денежные ритуалы делайте, а очистки от сглаза. И тут же все откроется. Просто от страха люди начинают опять делать денежные ритуалы, чтобы призвать. Нет, это сглаз. Это ненадолго. Но оно может присутствовать некоторое время. То есть все хорошо, хорошо, а потом раз и тормознулось. Непонятно почему. Делайте просто ритуал от сглаза и зависти. Они у меня есть. решила написать Яночке, может быть, Инга посмотрит мою фотографию, что происходит. Получила отказ. Продолжила делать ритуалы. Но мне приснился страшный сон, как будто бы я стою в свадебном платье, вижу себя. Я поняла, что в мой дом идет беда. Единственное, что я успела заказать у Яночки, это оберег Ефимии Чеды. Вот вы сейчас говорите неправильно. Вы заказываете не оберег. Вы заказываете уже сделанную вещь. Она выжигает на коже, делает вот эту красивую символику. Вы его активизируете. Оно пустое, это просто кусок кожи, красиво сделанный. Понимаете? Вот такое неправильное выражение может ввести в заблуждение. Вы не заказываете оберег, это не оберег. Вы просите просто сделать эти символы. Оберег вы создаете сами с помощью моей работы. Вы его активизируете. Фукот. Я поняла, что что-то страшное будет. И то, что это было мне предупреждением,
я заболела. Заболела этой заразой под названием ковид. 25% поражения легких. Послушайте, основное количество – это вранье. 25% поражений легких у нас у всех может быть в любое время. Мы вышли с мокрой головой, у нас начинается воспаление. Через некоторое время это проходит. Врачи говорят, 15, 20, 25% поражений легких – это не болезнь. Это норма, это нормальная вещь. Оно часто у нас бывает, мы просто... Наталья, Кадура Наталья, сейчас я найду, что это за Кадура Наталья, которая моя ученица. 25% поражений – это не болезнь. Это просто простуда. Понимаете? И вот у них задача и задание каждому из вас это приписать. Поймите, в конце концов, это всегда было. И воспаление легких всегда было. И любая болезнь. Были болезни пострашнее. Просто сейчас любой человек туда попадает. Я не знаю, кого она рекомендует, почему она назвала себя моей ученицей. Я хочу понять. Сейчас дослушаем и поймем. Вот это очень страшно, чтобы вы понимали. Что за «Ведьмина изба 2»? Кто вам дал право назвать свой канал «Ведьмина изба 2»? Немедленно удалите это название, иначе я буду жаловаться на ваш канал. Это либо идиотизм, либо это намеренно делается. Поменяйте название канала, пока я не забанила ваш канал. Вы поняли или нет? Это что за дебилизм сегодня вообще происходит? Воспитываю ребенка одна, у меня маме 66 лет. Не извиняюсь, а извиняюсь. Это раз. Вы своей головой соображаете вообще, вы когда пишете «Ведьмина изба 2»? Вы понимаете вообще, что нельзя называть канал так же, как основной канал? Если я найду с таким названием, я буду банить. Я напишу в YouTube и сразу же уберут. Сейчас YouTube реагирует сразу. Я так очень быстро убрала ненужные каналы. Сейчас же выйдите и поменяйте. И в эфире не пишут из дочернего канала. И закрывайте комментарии. Их не должно быть. И ведите свой канал как можно более грамотно. Детский сад. Откройте, смотрите, инструкция для дочерних каналов. Я еще раз говорю, я на днях несколько таких каналов закрыла, которые меня не слышали, не понимали, что я говорю и объясняю. Я автор этих работ, я имею полное право жаловаться. За один день их закрыли. Вы не думайте, что я буду вас просить, умолять и объяснять и уговаривать. Я просто зайду, напишу в YouTube. Сразу же закроют канал. Вот, мы столкнулись с этой страшной бедой, но я не опустила руки. Мне, конечно, очень страшно. Я продолжала проводить ритуалы, вот, денежные ритуалы в том числе. И чтобы вы понимали, лечение очень дорогое, восстановление очень дорогое. И все затраты у меня – это мои сбережения, которые мне удалось накопить с того момента, как я на канале у Инги. Вот. Этот оберег, который мне Яночка очень быстро прислала, спасибо ей большое, всегда со мной, всегда со мной. Вот, я хочу выразить огромную благодарность уважаемой Инге, потому что я не знаю, что было бы со мной, если бы я не наткнулась на этот канал. Спасибо вам большое от нашей немногочисленной семьи за все ваши работы. И знаете, что в мире очень много душ, которые ждут вашей помощи и благодарны вам, и встречают утро с вашим голосом, и ложатся спать с вашим голосом. Спасибо вам огромное за все. Девочкам всем хочу сказать, не ленитесь, пожалуйста. Делайте, и все получится. Это я точно знаю, на себе проверено. Спасибо всем большое, огромное. Обнимаю, целую. Проведите закавказское исцеление, проведите исцеление Вуду.
есть восстановление здоровья, и потом начните проводить денежные ритуалы. За короткое время у вас это состояние вернется, как было. То есть вы опять будете также зарабатывать, и точно такой же поток откроется. Как она сказала, Наталья Кадура? Сейчас набираем. Я не нашла такую Наталью Кадуру. Если еще кто-нибудь посмеет называть себя моей ученицей, не обижайтесь. У меня нет учениц. Хотите сказать, что мой зритель? Пожалуйста. Хотите сказать, что вы пользовались моими ритуалами? Пожалуйста. Ученицей назвать не смейте. У меня учениц нет. Не делайте себе рекламу на моем имени. Я никого ничему не обучаю. Точка. Замечательно поменяли, отлично. Больше так не делайте. И нигде не пишите от моего имени из этого канала. Нигде. Это рабочий канал должен быть, чтобы люди не путались. Прежде чем создавать канал, садитесь, смотрите, каким образом это нужно делать. Я уже говорила 500 раз. Они знают, она просто неправильно выразилась. Это не оберег. Это просто нанесение, да, необходимый материал. Остальное вы сами активизируете. Вы можете сами это сделать. Если умеете, сможете, пожалуйста, вы можете это сделать сами. Пускай не умело, это можно самим делать. Начнем. Здравствуйте, уважаемая Инга и уважаемая Яна и подписчики «Ведьмина изба». Меня зовут Анжелика. Хочу поделиться с вами результатами ритуалов. Осенью я сделала ритуал на поиск работы и предназначения. И была приятно удивлена тому, как он сработал. Я веду канал на Яндекс.Дзен, где публикую статьи. И там за количество просмотров и дочиток начисляются деньги. Постепенно копятся, и их можно выводить на карту. Но для этого нужно было подключить монетизацию, которая зависит от просмотров публикаций. Буквально за 2 дня после проведения ритуала у меня статьи набрали большое количество просмотров. И, наконец, подключилась монетизация, и я смогла зарабатывать на своем канале. Честно, это был восторг и шок, приятный шок, так как я целый месяц не могла дойти до монетизации. Кое-как у меня набирались малое количество просмотров, и дело вперед вообще не продвигалось. Еще мне понравились ритуалы «Соляной столб», «Параскева пятница» и «Плакучий бес». Это мои одни из любимых ритуалов. После них чувствуется всегда легкость, словно, знаете, такой груз спадает. И также я недавно провела ритуал просить помощи у сил ведьмы Инги, благодаря которому решился очень важный вопрос здоровья и жизни родного человека. В октябре этого года сильно заболели бабушка с дедушкой. У них оказалась вирусная пневмония, им становилось все хуже. Как всегда, Нужно было опять то же срочно самое. класть их в больницу. Бабушку положили, а дедушку отказывались класть. Сказали, что вроде как с таким диагнозом не кладут. У дедушки становилось все хуже на тот момент, и ситуация была достаточно очень серьезная. Утром 11 октября дедушку повезли на компьютерную томографию, и я решилась провести ритуал, просить помощи у сил Инги. Утром я провела ритуал, днем позвонила родственникам спросить, как обстоят дела с дедушкой. Мне сказали, что его положили в больницу, но когда они ждали результаты компьютерной томографии, он потерял сознание. И я поняла, что это действие ритуала, силы меня услышали, помогли.
И срочно дедушку положили в больницу лечить. То есть, как, собственно, я и обращалась, чтобы его срочно нужно было положить в больницу. Вот. И я очень благодарна, хочу сказать огромное спасибо вам, уважаемая Инга, и вам за помощь, Яна, и также благодарность богам, что всегда есть возможность обратиться за помощью в самую трудную минуту, когда, казалось, выхода вообще нет. И я очень счастлива, что я наткнулась на ваш канал. Еще раз огромное спасибо вам. Доброе утро, Яночка. Хочу просто сказать, как приятно, что на Земле есть такие люди, как вы, Яна, и такой добрый человек, как Инга. Вы знаете, мое утро начинается с ее видео. Вот сейчас смотрю ее видео о том, о сём. В этом сумасшедшем мире не осталось уже радости. Люди сошли с ума. А видео от Инги возвращает меня обратно к жизни. Она показывает, какая прекрасная природа вокруг нас, какой чудесный снег, воздух, красота, которую мы уже не видим. Мы живем так уже, что голову не поднимаем к небесам, не говоря о том, чтобы поднять руки и произнести молитву. Спасибо просто большое, что вы помогаете не терять надежду, что у вас еще есть время показать и дать возможность услышать людям. Я не особенно умею пользоваться интернетом, Яночка, поэтому посылаю вам это сообщение через WhatsApp. Передайте, пожалуйста, огромное спасибо. Я уже 3-й год слушаю эту прекрасную женщину. Ее знания восхищают меня до глубины души. Всем вам всего доброго. И еще раз, Яночка, огромное вам спасибо. Яночка, книгу я получила. Огромное вам спасибо за ваш труд. Желаю вам обоим доброго, прекрасного дня. Регина. Спасибо большое и вам того же. Да, ведьма это не только для того, чтобы дать ритуалы, заговоры или снимать это все, да, что на человеке. Еще и для того, чтобы помочь вам правильно жить и правильно видеть мироздание. Это тоже очень нужно. Это очень нужно, если человек хочет жить по-новому. И, наверное, последнее с вами прослушаем. И на сегодня ограничимся, потому что голосовых очень много, я еще буду выкладывать. Вы можете отправлять периодически, я буду постепенно как бы эфиры и говорить, потому что многим людям хочется высказаться, выговориться. Вот можете отправлять голосовое и написать. Это как бы результаты ритуалов, да, и так далее. Чтобы Яна поняла, что это такое сразу и прослушала, потому что не всегда у нее получается. Она просто отправляет, у нас вот здесь голосовой чат, и мы потом постепенно включаем. Итак, еще один. Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Ведьмы Несва». Здравствуйте, уважаемая, дорогая наша любимая Инга. Инга, ведьма 21 века. Дорогая наша Яночка, помощница. Если этот эфир выйдет на экраны интернета, я была бы очень рада, потому что я первый раз выхожу в интернет, мне кажется. Я хочу сказать об ясновидении Инги Хазроевой. Помню 2019 год, когда я открыла телефон и вышла ролик, прямой эфир про ясновидение.
Ну, я гадала, не гадала, а Правильно. делала Предсказывала. ясновидение в прямом эфире в чате. Людей было много тогда. В тот момент я, Ой. в тот момент я тоже написала, чтобы... Ну, не писала, поставила символы, поздоровалась. Я так хотела, чтобы она мне посмотрела. В тот день у меня было такое настроение, очень плакала с утра на работе. Родственница позвонила, и я плакала. Обидели меня. И наша заведующая увидела и говорит: Алтын, почему ты плачешь? Ты же никогда не плачешь, ты же такая сильная у нас. Ну, получилось так, что эта проблема уже шла сколько уже лет. В тот вечер ясновидения вашего я вас просила, в душе умоляла, вы меня услышали. Потому что я чувствовала, с одной стороны, что вы меня посмотрите. Какое-то было, как говорят, седьмое чувство, что ли. Это у меня есть. Вы мне сказали про мой дом, что хотят, что родственники хотят нагло забрать мой дом. Это было на самом деле правда. Хотели, но не смогли, потому что я в 19 году летом делала ритуалы ваши. Не смогли забрать мой дом. Потому что я своей кровью потом это заработала сама. Купила его, подняла его. Мне всегда интересны люди, которые ну, просто вот приходят, да, и требуют твое. Всегда вот просто интересно было всегда влезть в их мозг и вот посмотреть просто у них совесть вообще существует там или... Неужели они думают, что им сойдет с рук? Вот просто мне всегда вот не могла понять таких людей и не смогу понять, потому что, чтобы таких понять, надо быть такой же. Как вообще можно? Даже если этот дом, например, какой-то там, какая-то часть твоя есть, предположим, но ты никогда ничего не делала, ни за что не платила. Все делал этот человек. Вот так прийти и сказать: отдай мне. Даже в этом случае совестно. А здесь совершенно просто дом человека, который просто хотят забрать. Вот как вообще это можно? Как это возможно? Ну, есть одна моя родственничка, очень такая молодая, хитрая. Это не сестра моя и не там мужа родственники, а моя вот невестка родная моего сына, старшего сына, жена. Но она очень хотела, конечно, быть близко со своими родственниками, они не сильно соседи. А у меня же еще есть сын же, младший. Я бы хотела, чтобы они бы от меня ушли бы отдельно. А еще же есть же сын же, а куда я пойду? Опять начинать все сначала, заново. У меня же работа, своя работа трудная, такая физическая. Я штукатур маляр сама. Все этот дом мы сами построили, сами с нуля. Никого не приглашали, никого не просили. В тот момент, конечно, все было в мою пользу с вашими ритуалами. Все было хорошо. И в тот момент, тот день, когда утром она мне позвонила, опять начала меня, ну, назлиться же. И в тот момент вечером после работы я осталась на смене, всех выпроводила и сидела и слушала ваше ясновидение. Что вы сказали, было все правда. Я была в шоке, конечно, я писала это все. Вплоть до, не знаю, даже люди, может, не верят, а я верю в такое. В такое чудо. Я верю в магию.
Все верят. Просто не все Не случайно признаются. я нашла вас канал. Помню, 2022 год, да, этот год, в марте или апреле вы делали ясновидение тоже и выбрали меня. Спасибо вам, благодарю вас. Живите долго и счастливо, дорогая наша Инга. Вы гадали было эфир древнеармянское гадание на камнях. Вы тоже мне говорили про мою семью, Предсказание. что моя семья была очень бедная, очень была бедная. Вы правы были, очень. И да, нас 5. Меня только одну отдали, конечно, в детдом с 4 лет. Я воспиталась в детдоме. Мать была одна, мужа не было. Мужи были, все расходились, умирали. Она умерла, она все тянула на себя, бедная, и умерла 44 года от рака. У нее была магия. На ее тоже ей делали магию. Не знаю за что. Или род такой у нас, не знаю. Я вот боялся эти 44 года, что я тоже в 44 года могу уйти. Но у меня же дети. Я вся старалась быть такой честной, быть со всеми. Никого не трогать. Никому не делать зла. Вы сказали, что я наивная. Да, я наивная. Очень слишком. Не хочу быть такой. Стараюсь. И потом уже поздно, когда вот людям делаешь все добро, а они потом оказываются такими нехорошими людьми. Или делают все в свою пользу, отнимают, берут энергию от меня. Я потому что делюсь своими советами, своим чутьем, вот так говорю, они от меня берут энергию, а я потом после этого остаюсь какая-то опустошенная, больная, начала болеть. Ой, слава Богу, богам, что с помощью ваших ритуалов поднимаю свое здоровье. Она очень помогает. Делала много ритуалов на здоровье. На деньги делаю, деньги мне помогают. Ритуал на деньги мне помогает очень. Много чего можно сказать. Ну, это ролик про ясновидение, поэтому это первый мой ролик, голосовое сообщение, что про ясновидение. Немного русский не могу говорить, конечно. Ничего Я вас страшного. благодарю, дорогая Инга. Я вижу вас, вашу силу. Хотя я не ясновидящий, никто, но мне чувствуется ваша сила сразу с первого момента, когда я попала на ваш канал. Спасибо вам за все. Ничего страшного, вы говорите по-русски замечательно, даже лучше, чем многие русские. Это я вам скажу. Следующий момент. Вам нужно стать сильнее, Алтынь. Вот стукать кулаком по столу и сказать: я сказала, и так будет. Вы мать этого семейства. Никакая невестка не имеет права слово сказать. Пусть у меня будет невестка, и пусть она пикнет вообще когда-нибудь. И будет летать вместе со своим чемоданом на улицу. Потому что вы это создали. Вы будете решать, кому это оставлять, кому это дать или не дать. Если хотят получить то, что вы сделали, то, что вы оставите, они должны это заслуживать. Просто то, что вы родили его, а она за него вышла, это не говорит о том, что они имеют право уже претендовать на ваше имущество. Вы молодая женщина, вы живы, здоровы. С какого хрена какая-то вертихвостка с улицы должна прийти и решать, кому этот дом принадлежит, кому нет. Вы просто должны проявить силу и сказать: пошли отсюда на все 4 стороны. И сыну своему, и своей невестке.
Вот пойдете, заработаете, поднимете своих детей, потом будете решать, кто и что. Может, я захочу и никому ничего не оставлю. Идите, зарабатывайте свое сами. Нехер сидеть и ждать, пока там бабушка помрет, дедушка, пока у матери что заберут. Идите сами зарабатывайте. Дети должны сами что-то делать в этой жизни. Да, когда родителей не станет, когда они решат, если они решат и оставят, то хорошо. Но я даже представить не могу, чтобы я сидела, ждала, когда у меня бабушка помрет, чтобы я дом получила, что у меня, когда родители мне оставят. У меня есть свой дом и своя жизнь. Оставят они, ну и замечательно, спасибо. Не оставят, это их право. Понимаете, вам не хватает воли. Кто такая невестка, чтобы вы из-за нее плакали? Как у меня бабушка говорила, чья она собака? Вот представьте, она вас доводит до слез. Кто она такая? Я на вашем месте вообще пришла бы к ней, дала бы ей пару звонких пощечин и сказала, еще раз ты, молодая сучка, посмеешь мне со мной вот на таком тоне разговаривать? И я уже не знаю, что я с тобой сделаю. Будьте сильнее, проявите волю, никуда они не денутся, они ваши дети. Поймут, поймут, нет и нет. Никогда не жертвуйте ради себя, ни ради кого. Если на вашего ребенка нападает бешеная собака, вы собой заслоните, и вы отдадите свою жизнь, потому что вы мать. И это правильно. Но если ваш ребенок на вас нападает, вас унижает, если ваш сын не имеет столько мужества, чтобы дать ей в морду и сказать, закрой свою пасть, и на мою мать больше не смей так разговаривать, то вы сами должны брать инициативу в свои руки. Не позволяйте с собой так обращаться. С нами обращаются так, как мы позволяем. Понимаете? Она кто такая? Какие у нее заслуги? Кто она по жизни, чтобы прийти и уже вас доводить до слез? Вы сами дали ей эту волю над собой. Ничего страшного, никогда не поздно начинать. Никогда не поздно. Взяли и сказали такое, чтобы она просто обделалась на месте. Еще раз ты позволишь себе такое сделать, я тебе руки сломаю. Вот и все. И посмотрите, как они вас зауважают. Вы поймите, не уважают вечно доброго, вечно уступчивого, вечно плакучего человека. Не уважают. Они все время будут им пользоваться. Никакого уважения они не вызывают. И жалости не вызывают. Слабого человека топчут и проходят. Мы живем как в клетке с хищниками. Вот такой у нас мир. Споткнешься, они сразу на тебя нападут. Понимаете? Мир такой, и люди такие. Даже близкие люди, когда видят, что тебе тяжело, они над тобой берут шефство, верховодят. Потому что видят, что тебя некому защитить. Очень редко, чтобы близкие люди поддерживали. Чаще всего клюют еще сверху. Еще и командуют. Понимаешь? Видят, что тебе тяжело. Поэтому покажите, во-первых, свой характер. Это раз. Во-вторых, никогда не думайте, что если вы будете очень добры, всем будете делать добро, никого не обидите, никому ничего не скажете, вы проживете долго. Наоборот, чаще всего рано уходят именно хорошие люди, потому что они очень много отдают всем, а взамен ничего не берут. Они обнуляются, опустошаются. Человек всю себя отдает семье, детям, внукам, ничего не просит взамен. Молчит, проглатывает обиды, никаких заявлений не делает, ничего нигде не разбирается. И живет мало, потому что эта боль ее сжирает изнутри и убивает. И ваша мама ушла именно потому, что была слабохарактерна, не могла дать отпор. И с ней делали, что хотели, поэтому она рано ушла. Никогда не думайте, я буду доброй, я всем помогу, я все промолчу, я ничего не сделаю и проживу долго. Ничего подобного. Смотрите, пьют, гуляют, всех матерят, весь дом, устраивают дома ад и живут до 100 лет. И умирают и сестры, и жена, и дети, и все на свете. Они живут, суки, до 100 лет. Хотя они твари из тварей просто. Они всем мешают жить, всем на свете. Они питаются всеми, у всех забирают энергию, живут и нормально себя чувствуют. А ты сиди и думай, я буду добрая, хорошая, чтобы прожить долго. Нет, не надо быть ни злой, ни доброй. Надо за себя постоять. Просто ставить на место. Ставить на место любого, кто посмеет думать, что может с тобой делать все, что угодно. Неважно, кто это. Я
вам приведу пример. Я ездила на сессию, у меня ребенок был маленький. Я еще училась, ему было 3 года. И оставила со свекровью. Мама работала вот месяц, я уехала на сессию. Все так делали, все молодые мамы оставляли у бабушек, уезжали, учились. Я прихожу, у меня сын сидит, тапки свои вот так раскидал, и бабушке говорит: принеси. Еще и пальцем показывает, говорит: принеси. И моя свекровь, как это, послушная собачка, на задних лапках бежит, тапки приносит. Я говорю, не поняла, что это такое было вообще. Ну, ребенок, ну что ты, это же ребенок. Я говорю, так, дайте сюда тапки. Взяла тапки, положила, я говорю, ну-ка встал и принес свои тапки сам. И одел. Он сидит на меня, смотрит, потому что он привык. Папка избаловала, бабка бежит, бабка задницу вытирает, бабка тапки приносит, и он сидит с огромной попой своей. И мне говорит, принеси. Я взяла эту тапку, подняла его и как дала по заднице до красноты. Я говорю, еще раз, ты посмеешь кому-нибудь сказать, принеси мои тапки, я тебе еще больше изобью. После этого он даже слова не сказал. И у меня свекровь, ой, как ты можешь, какая ты жестокая, да что ж такое, ты же ж мать. Я говорю, вот именно. Я мать, я не хочу завтра его потом по зонам ходить и передачки носить, потому что ему не было отказа, и он все, что хотел, делал. Он должен знать, что если он это сделает, он получит по харе. Все, он понял. 3 года он понял, что так делать нельзя. Понимаете, вот вы та самая бабушка, которая тапки бежит нести, а он сидит и говорит, принеси. Не позволяйте этого. Даже сейчас, если ваш сын взрослый человек, даже сейчас вы можете сказать, знаешь, сын, я столько лет никогда ничего плохого тебе не говорила, я старалась быть доброй, я старалась быть хорошей матерью, я думала, ты это поймешь. Вот с этого дня увидишь мою обратную сторону. Обратную сторону увидишь. Больше не буду я доброй мамой. Сами зарабатывайте, сами стремитесь. Хотите у меня жить, будьте людьми. Достойно себя ведите. А не это, знаете, сяду тебе на спину и буду бить тебя по голове. Вот и все, мой тебе совет. Садись и думай об этом. Никогда не поздно поменяться. Поверь мне. Люди меняются или не меняются, люди мудреют, если хотят этого. Вот и все. Всем удачи!